Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Посмотрите на эту фотографию. На лицо этого счастливого американского военнослужащего. Да, он действительно сидит на горе золотых слитков. Сколько конкретно на снимке, мы не знаем. Ну, во-первых, потому что в мае 2003 года таких грузовиков с золотом обнаружили 2 штуки. Это либо 23 мая 2003, тогда тут 2000 слитков, каждый по 18 килограмм. Всего 36 тонн золота. В зависимости от чистоты пробы, где-то 500 миллионов долларов в ценах того времени. И этот грузовик захватили рядом с сирийско-иракской границей. Либо это другая сцена. 3 дня спустя, 26 мая, окрестности города Киркук. Тут груз был чуть поменьше. 999 слитков качеством похуже, на 100 миллионов долларов примерно. И там произошло одно и то же. Блокпост, рутинная проверка. Американские солдаты останавливают древний грузовой «Мерседес», сбрасывают какие-то тряпки, которыми прикрыт груз, и обнаруживают гору золота. Водитель лепит какую-то чушь, типа: я думал, что везу медный лом, за работу мне дали $300. Мы не знаем, сколько тут, потому что, вы все сами понимаете, наверное. Сэр, 2000 слитков отправлены на базу. Так точно, сэр. 1500 слитков погружены в самолет. Сэр, самолет приземлился в Америке. Все 1000 слитков в наличии. И так далее. По мере пути собачка могла в данном случае не подрасти, а усохнуть. 20 марта 2003 года американские войска вторглись в Ирак. 9 апреля пал Багдад. К маю шло грандиозное освоение того, что от Ирака осталось. А это была очень богатая страна. В общем, неизвестно даже, чье именно золото нашли в грузовиках. Оказалось, что слитки кустарные. То есть кто-то что-то в спешке переплавил, возможно, уже под бомбардировками. Сколько всего было украдено по итогам Иракской войны, выяснить не представляется возможным. Но мы попробуем ответить для себя на главные вопросы. Например, куда делись богатства Саддама Хусейна, большую часть из которых так и не нашли? И кто украл больше, чем сам Саддам Хусейн? ООН, американцы или новое иракское правительство? И вы знаете, ответ нас, честно говоря, удивил. Начнем с ООН. Надо сказать, что легкий дерибан Ирака, причем совместный, начался еще до вторжения. В 1990-м режим Хусейна попал под мощные международные санкции за вторжение в Кувейт. Вторжение провалилось, и на Ирак навесили военные преступления, которых потом, как выяснилось, не было. Например, разработку оружия массового поражения. Его в реальности не существовало. До 1996 года Ираку вообще запрещали экспорт нефти, а в 1996 году разрешили обменивать нефть на продовольствие и медикаменты. Программа официально так и называлась – Oil for Food, или нефть в обмен на продовольствие. Или, если коротко, нефть за еду. Дело было нужное. 60% из 26-миллионного иракского населения без еды в прямом смысле умерло бы с голоду. Иракской нефти таким образом продали более чем на 60 миллиардов долларов. Где-то четверть пошла на репарации по итогам проигранной войны. 1 200 миллионов ООН положила себе в карман на операционные расходы. Поиск несуществующего оружия, кстати, оплачивался из той же суммы. А остальное пошло действительно на закупку продовольствия и лекарств для голодающих и больных иракцев. Реально, как потом выяснилось, еду иракские бюрократы закупали по суперзавышенным ценам. А разницу пилили вместе с ООНовскими чиновниками. Бывало и так, что по бумагам гуманитарная помощь вроде бы закуплена, а реально там чуть ли не гнилые отруби вместо еды поставили. Обвинения в коррупции звучали по всему миру, от США до Норвегии. Были более мелкие и более потешные случаи. Например, ООН представила Ираку 193 высококлассных консультантов по починке энергоснабжения. Каждый из этих консультантов получал минимум по $15 тысяч в месяц. Надо ли говорить, что если электричество в Ираке давали на 3 часа в день, то это считался замечательный результат. Всего, по оценкам непосредственных участников, до иракских голодающих дошло где-то 60-65% выделенных средств. Остальные 35%, а это миллиарды долларов, потерялись по дороге.
Ну и после этого кто-то еще говорит, что ООН организация несерьезная. Вполне серьезная, никого даже не посадили. Точно посчитать, сколько тут было украдено, невозможно. Если этого не смогли или не захотели сделать ООНовские аудиторы, мы тем более не сможем. Но давайте примем очень консервативную оценку в 10 миллиардов. Меньше, ну никак не получается. До 2001 года все иракские деньги, вырученные по программе «Нефть за еду», шли не напрямую иракцам, а оседали на так называемых эскроу-счетах во французском банке BNP Paribas. Это один из самых больших и уважаемых банков Европы. В числе крупнейших частных акционеров этого банка в начале нулевых был британский бизнесмен по имени Надми Ауч, миллиардер, филантроп и основатель общества англо-арабской дружбы. Ну, чтобы понимать общий стиль, он известен тем, что получил 15 месяцев условно за другую знаменитую аферу. Вскрылось, что в Европе кто-то раздал взяток на сотни миллионов фунтов, причем не только деньгами, но и ювелирными изделиями, предметами искусства и элитной недвижимостью. Друзья, пару слов о новом номере «Чтива». Мы посвятили его теме, на наш взгляд, очень летней. Поговорим о мечте. Мы разобрались, когда человек вообще начал мечтать. Как мечты менялись в разные эпохи и куда они могут привести. Вспомнили и сравнили американскую и советскую мечту. Поговорили о космосе, последней, в общем, для человечества мечте. И даже записали репортаж из электрички. Узнали, о чем мечтают люди, которые едут не туда, куда планировали. И в этот раз у нас две обложки. На одной из них певец Федук. Так вышло, что до этого мы общались с Федором ровно 5 лет назад. За это время у него много чего произошло. Он написал несколько новых хитов, женился, стал отцом. И мы поговорили о том, как все эти события его изменили. И вообще, о чем мечтает человек, уже написавший огромный хит. На другой обложке Матвей Сафонов, вратарь французского клуба ПСЖ, Пари Сен-Жермен. Первый россиянин, который выиграл Лигу чемпионов 2 раза подряд. Мы поговорили о детстве, о нынешней жизни, о Париже, а еще он рассказал мне, как отбить 4 пенальти подряд. Заказать номер можно на Озон по ссылке в описании профиля. Саддам Хусейн, конечно, тоже не бедствовал. Он регулярно попадал в рейтинги Forbes. Про его 100 дворцов, суперяхты, золотые унитазы мы как-нибудь расскажем отдельно. Его личное состояние оценивалось в сумму от 10 миллиардов долларов. Рассованы они все были по разным офшорам. Но опять же, это очень консервативная оценка. Несмотря на репутацию страшного диктатора, нефтяными прибылями Саддам охотно делился, а собственные деньги, как и все приличные диктаторы, выводил на Запад. Он даже сам пригласил в страну западных инспекторов, убедиться, что нет у него никакого оружия массового поражения. Но инспектора и правда ничего не нашли. После 2 достаточно позорно проигранных войн было понятно, что реальной угрозы Саддам не представляет. Но в этом-то и было все дело. Если он такой слабый, то зачем ему нефть? И мировое сообщество в какой-то момент решило, что нефть ему совершенно не нужна. Как вторжение обосновывалось, это тема для отдельного выпуска, причем юмористического. Было много разговоров о том, что со спутника оружия массового поражения не видно. Но вдруг, например, Саддам его спрятал под крышами. Может же такое быть, он ведь хитрый. В общем и целом, американцы вторглись в Ирак на основании, только не смейтесь, статьи в газете The New York Times. Суть статьи: перехвачен шедший в Ирак груз алюминиевых труб. А с помощью алюминиевой трубы при большом желании можно сделать атомную бомбу. Так и говорили. Госсекретарь США Колин Пауэлл даже показывал на Совбезе ООН слайды с этими трубами. А еще он притащил на заседание знаменитую пробирку с белым порошком. Порошок этот изображал споры сибирской язвы. Ну, потом пришлось, конечно, официально признать, что ни бомбы, ни язвы у Хусейна и близко не было. Но к тому моменту, как признались, иракский режим уже пал, Багдад лежал в руинах, а американские солдаты вылавливали на блокпостах грузовики с золотыми слитками. Характерно, что сам Саддам Хусейн в успехе американского вторжения, судя по всему, не сомневался. За 2 суток до начала операции, ночью 18 марта 2003 года, к зданию иракского Центробанка подъехали 3 грузовика. В кабине одного из них сидел Кусей Хусейн, младший сын диктатора, более вменяемый из 2, руководитель всех иракских спецслужб и командующий республиканской гвардией. Его все знали в лицо, удостоверение личности ему не требовалось. Вообще, с собой у него был всего один документ. Записка от отца, ну, буквально как то, что мы детям в школу пишем. А в записке распоряжение: немедленно отгрузить 900 миллионов долларов и 100 миллионов евро наличными. Возражать никто не возражал, но это довольно много денег, чисто физически. И вот представьте себе, ночь, затихший перед войной Багдад.
Служащие банка, солдаты 5 часов подряд пакуют и таскают железные ящики с миллиардом долларов. 10 тонн 100-долларовых купюр. По 3 с чем-то тонны на грузовик. Так Саддам Хусейн незадолго перед концом стал самым крупным в истории своей страны грабителем банков. Недавно его все-таки обошли, но мы про это расскажем чуть позже. Пока в его зачет можно записать честный миллиард. Итого 11. Через несколько дней иракский Центробанк разграбила и сожгла дотла вышедшая из-под контроля толпа. Кусей Хусейн и его брат Удей спрятались в особняке в городе Мосул, но их за 30 миллионов долларов выдал информатор. Оба погибли в перестрелке с американским спецназом. Миллиард вскоре нашли, конечно, не весь. 20 апреля 2003 года, через месяц после начала войны, взяли президентский дворец Саддама. И вот за одной из проломленных стен солдаты нашли ящик с деньгами. После этого дворец разобрали чуть ли не по кирпичику. Обнаружили еще 163 ящика, а в них 662 миллиона долларов. Где еще 338 миллионов? Этого никто так и не узнал. В Ираке до сих пор ходят слухи о кладах, которые лежат то ли в багдадских подвалах, то ли где-то закопаны в пустыне. Еще более интересный вопрос. Куда делось состояние Саддама? Те самые 10 ярдов долларов, а кто-то говорит, что и все 40. В доме, где в декабре 2003-го поймали самого Саддама, нашли всего 750 тысяч. По меркам Хусейна это на карманные расходы. Считается, что на допросах Саддам отказался назвать номера своих счетов. Допрашивали его вряд ли гуманно. Часть денег Хусейн мог передать своей дочери Рагат. Она укрылась в Иордании как личная гостья иорданского короля. Среди возможных наследниц называют и вторую жену диктатора – Самиру Шахбандар. Она пропала бесследно и по неподтвержденным слухам может скрываться где-то в Бейруте. Есть даже версия о московском следе. В начале десятых в прессе появился дикий слух о том, что минимум 26 миллиардов из сокровищ Хусейна лежат на складе в аэропорту Шереметьево. Якобы кто-то в 2007 году переправил их туда из Франкфурта, но так и не забрал. В любом случае, сам Саддам уже ничего не расскажет. 30 декабря 2006 года его повесили. Первым делом американская оккупационная администрация потушила и взяла под контроль нефтяные вышки. Схему «нефть за еду» упростили до предела, выкинув из нее, собственно, еду и британских банкиров. Теперь из Ирака шла нефть, а в Ирак летели самолеты, набитые палетами с купюрами. Все это называлось Фонд развития Ирака. Предполагалось, что деньги пойдут на разные инфраструктурные проекты, а также на политическую стабилизацию страны. То есть, проще говоря, на подкуп местных политиков и племенных лидеров. Для начала на доброе дело выделили 18 с чем-то миллиардов долларов. Денег можно было не жалеть, потому что еще в 2001 году, после терактов 11 сентября, американское правительство включило печатный станок. А вот нефть со скидкой для завоевателей как раз пригодилась бы. Про самолеты с деньгами это ведь не метафора. Раз или два в месяц в Багдаде приземлялся военно-транспортный самолет «Геркулес». Из него выгружали палеты со свежей наличкой, завернутой в пленку. В первый год после вторжения американцы привезли в Ирак 281 миллион купюр общим весом 363 тонны. Это в страну, находящуюся де-факто в состоянии анархии. Как вы думаете, что произошло дальше с этой горой практически неподотчетной наличности? Правильно, она начала волшебным образом испаряться. Как вы знаете, климат в Ираке жаркий, деньги могут испариться или просто прилипнуть к рукам. Причем на всех уровнях. Однажды, например, из сейфа американской дивизии за ночь пропало 700 тысяч долларов. Заплатить подрядчику спортивной сумкой с парой миллионов долларов, это вообще была норма. В одной из ведомостей за 2004 год нашли статью расходов на 500 миллионов долларов с пометкой «Разберемся позже». Действительно, полярда, что ли, позже не освоим. Перед концом переходного периода людям буквально совали в руки миллионы долларов со словами «надо потратить, пока дают». У так называемой временной коалиционной администрации, которая управляла страной до передачи власти местным, безусловно, была бухгалтерия. Вы наверняка думаете, что заниматься этой бухгалтерией наняли какую-нибудь важную, уважаемую компанию. Да, действительно, такая идея озвучивалась, но была почти сразу отметена, как нездоровая. Вместо этого наняли никому неизвестную консалтинговую фирму, зарегистрированную в частном доме где-то в Сан-Диего. В общем, как вы понимаете, начался праздник. Большие подряды на восстановление Ирака, а это где-то 3 миллиарда долларов, получила строительная компания
Bechtel, крупнейшая в США и тесно связанная с администрацией Буша. Ну, например, членом совета директоров Bechtel был бывший госсекретарь Джордж Шульц, советник президента. Шульц, по странному совпадению, опять же, активно лоббировал войну в Ираке. Похожая история произошла с нефтесервисной компанией Halliburton, которой тоже достались миллиардные иракские подряды. До 2000 года, вы знаете, так уж получилось, ее возглавлял Дик Чейни, который стал у Буша-младшего вице-президентом. И так далее, можно очень долго перечислять. Новые иракские власти были заранее на все согласны, тем более, что американцы, как люди щедрые, на откаты не скупились. Чтобы как-то все это обуздать, был назначен так называемый специальный генеральный инспектор по восстановлению Ирака. Им стал Стюарт Боуэн. В обязанности генерального инспектора входила подготовка отчета для американского Конгресса. И Боуэн подготовил 35 отчетов. Его вердикт: из 20 миллиардов долларов, потраченных временной коалиционной администрацией, все 20 были потрачены, цитирую, без должной отчетности. То есть, говоря менее вежливо, все 20 попилили. Это мы еще не берем косвенную выгоду. Прибыли оборонных подрядчиков, прибыли от изменения цен на нефть, доход от самой иракской нефти и от других иракских ресурсов. В любом случае, получается, что ООН по объему пилилова на иракской теме занимает все-таки почетное 3-е место. Саддам Хусейн — 2-е, а 1-е с отрывом достается оккупационной администрации. У Саддама, возможно, денег было побольше, но он все-таки и сидел 24 года на троне. А вот за 14 месяцев освоить 20 миллиардов долларов кэшем, как американцы, это, согласитесь, надо уметь. Тем более, что с учетом инфляции на наши современные деньги это уже где-то под 40 миллиардов. Ну и утешительный приз достается неустановленным лицам из иракского правительства, которые совсем недавно, в 2022 году, обнесли собственную казну на 2,5 миллиарда долларов. Сделали они это легко и изящно. Нашли счет, на котором скопились невостребованные налоговые вычеты, и обналичили его по поддельным чекам через фирмы-однодневки. Поскольку в Ираке теперь, слава богу, демократия, кто это сделал, точно сказать невозможно. Старый премьер-министр валит на нового, а новый на старого.